Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Подталова. Еду сейчас смотреть цены на телефоны. Мы решили купить мужу телефон, смартфон, более-менее нормальный. Потому что, у меня турецкий телефон сломался. А я, напоминаю, по нему раздавала всегда интернет. То есть я сейчас буду ездить без интернета. У меня только дома, получается, есть интернет. А мы уже давно собирались покупать, поэтому его старый я заберу для раздачи. Напоминаю, что у меня iPhone. Он, кстати, давно уже отключен. То есть слот заблокирован, поэтому он у меня... симки там, получается, не работают. Приходится вот так вот дополнительный телефон брать с собой. Мы хотим купить, только я хочу iPhone взять. И поэтому iPhone, я думаю, здесь в Турции самый дорогой. Здесь мы его точно брать не будем. В следующий раз, когда поеду в Россию, наверное, себе уже буду покупать iPhone там. Короче, на своем электровелосипеде сейчас буду ездить, смотреть вот эти вот магазинчики с телефонами и показывать вам тоже. Кстати, по поводу eSIM, вы скажете, почему не подключаете. eSIM я в прошлом году делала, в этом году отменили для иностранцев. Заблокировали, то есть запретили. Так что eSIM теперь не сделать. Нашла один магазинчик, называется Батмас Iletişim. Там и iPhone написано, Samsung и все вот это вот. Сейчас буду снимать как раз и вам покажу. Но айфоны, говорят, здесь самые дорогие. Короче, меня отправили дальше в Türk-Telekom. Говорят, заходите. Вот такие вот магазинчики. У нас, говорит, не осталось ничего. Как раз я сейчас туда иду. Pro Max. İlle Durbin. Aynen öyle. 50. Redmi Note 14 Pro. 12 şöyle 12 10.500. Ne kadar bu? 21.000. 21.000. Evet. Tamam. Bu 256 mı? 512. 512. 12 GB var. 512 GB ağzı. Rengi hangi renk? Aynı sayıyorum. Söyleyeceğim siyah. iPhone 14 Pro, 14 Pro. 15 Pro, Hayır, 14 Pro. Kontrol edeceğim bir saniye. 14 Pro yok, 15 Pro var. Tamam, ne 15 kadar? Pro 80. 80 bin. 80-81 o arada her gün fiyatlar 256, 128. 128. 256 var mı? Şu an bu listemde yok, öteki listeye bakacağım. Atlas 15 Pro maalesef 15 Pro yok. Olmaz da mı? Bulurum, problem yok. Ne kadar olacak fiyatı? Onun fiyatını şu an 256. söyleyemiyorum. Yani Tamam. 90 civarı. Buradan hangi modeller var? 16 var, hoş geldiniz. Var. 16. 16 söylüyorum fiyatını. Burada hiç Pro yok mu? Pro yok, Natir. Tamam. 16 Siparişle getiriyor Pro'ları. ne kadar 16, 128, 16, Evet. 64 bin. 64 bin. Hı hı. Bu hangi model? 13 Pro Max, ikinci el ama. 13 Pro Max. Pro Max. Evet, second. Ne kadar? 43 bin. 43 bin. Bakabilir miyim? Tabii ki. Pro Max. Pil seviyesi biraz düşük bunun, pilin değişmesi gerekiyor. Neden? Düşük? Kullanılmış ikinci el eski cihaz. İkinci cihaz. 3 yaşında. 3 yaşında. Yurt dışı kaçak cihaz o. Bu Türkiye 14C satışı yok onun. Yurt dışı o. Bu 256. 256'lık evet. 8'e 256 GB. Ne kadar bu? Bunun fiyatı da 13.000 olur. 13 bin. 13.000. Tamam. Rengi hangi? Renk mi? Renk şurada yazıyor. Şurada yazıyor. Blue. Kardeşim bu Note 18.000. 14. 18 Bu bin. 18.000. 256 GB. Rengi Okean Blue. Bu da blue değil mi? Siyah. Evet. Okean Blue. Tamam. Bu 18.000 lira. 18 Note bin. 13 var. Bu da 256 GB. Bu 15.000 lira. 15 bin. 15 bin. Rengi de black. Bu ne kadar gigabyte? 256. 256. Bu da 256, bu da 256. Tamam. Так, ну что смогла, записала. Сейчас еще схожу напротив, Vodafone.
и узнаю, сколько там стоит. Я еще записала на бумажках, когда домой приду, еще раз вам озвучу, потому что там они очень быстро показывают, народу много, и прям записывать, стоять нет возможности. Так, ну что, давайте, пока буду идти до велосипеда, вам по ценам расскажу. Смотрите, Vodafone зашла. Redmi Note 148 гигабайт. Нет, на 256 гигабайт 21 тысяча лир. Этой модели нет, сказали. Redmi Note 14 Pro. Redmi 14C на 256 13 500 лир. iPhone, почему-то у них с айфонами проблема. Айфонов вообще практически нет. Не 14 Pro, не 15 Pro. Вот единственная модель 16 Pro. Почему-то у них всех 16-е прошки есть. Вот я до этого в магазин один заходила. Там тоже так же сказали 16 Pro iPhone на 156, на 158, то есть 73 тысячи лир. Считай, лира к рублю 2 рубля, если, то умножайте, сколько это примерно будет. 16 Pro на 256 гигабайт, на 3000 лир дороже, 76 тысяч лир сказали. Сейчас дорогу пройду, и это в Водофоне. Так, это в Турктелекоме. iPhone 14 128 гигабайт 44 500. iPhone 15 128 гигабайт 53 тысячи. iPhone 16 128 62 тысячи. Если брать iPhone 16 Pro на 256, 190 тысяч будет. Такие цены. Дальше мне сказали, что идти в Тиксона, что ли, какой-то магазин. Сейчас вот в ту сторону пойду, посмотрю, сколько стоит. По этим Redmi Note домой приду, прям распишу и покажу. Потому что там я как в виде сообщений написала в телефоне, поэтому не могу сейчас снимать одновременно и говорить. Çıkarıyorum. Redmi Note 14 256 GB. Evet. Bu fiyatı mı? Evet. İndirim yok mu? Yok. Daha 14 Pro 256 Evet. renk blue. Evet. Burada Okean Blue. Bu black. 23.799. Sadece bu mu Evet. modeller? iPhone yok mu? Efendim? iPhone. iPhone getirtiriz. Sipariş. Tamam. Так, я была только что вот в этом магазине и, пользуясь случаем, перейду. Обувь себе хочу посмотреть по ценам, сколько. Написано 25%, типа скидка 50%, сейчас узнаю. Здесь обувь более-менее такая кожаная идет, поэтому сейчас посмотрим, какие есть модели. 25% скидка на одну пару. Бурда. Здесь 75% скидка. А так, если две брать, то, говорит, 50%. Абу ne kadar? Kaç size? 39. Olur mu size? Evet. Tamam, А bu dene. 40 yazılıyor. Olsun, olur bu. Короче, смотрите. 37 размер есть бежевый. И вот такой вот. По типу этого хотелось бы сандали себе, но они какие-то более спортивные, поэтому я люблю более такие, чтобы на ножке смотрелось элегантно. Но в скором времени собираемся в Мерсин, может там посмотрю. 2100 стоит. И, друзья, я уже дома. Хочу что сказать. Вот в последнем магазине в Тиксона очень дорого, я так поняла, потому что по ценам, вот я даже выписала цены, сейчас скажу вообще, в каком магазине надо покупать телефоны.
И вообще у меня уже муж пришел, купил телефон, и сейчас вот поделюсь, какой мы в итоге телефон выбрали. Но хочу изначально сказать, что у меня, например, муж не по айфону точно, как бы он больше к андроиду тянется, и поэтому изначально, да, как бы цены нужны были для него, да, как бы, и я ему все это скидывала, видео записывала, цены посравнивала, вот такую таблицу даже сделала. Хочу сказать, что больше всего, выгоднее всего Тюрктелеком и Тюрксел магазины покупать. А в итоге, после того, как мы посравнивали таблицу, я сделала, он еще зашел в магазин Медиамаркет, на сам сайт вот этих вот телефонов зашел и сказал, что там дороже. Вот получается, если брать Redmi Note 14 на 256 гигабайт, Тюрктелеком, Тюрксел немножко отличаются цены. В Тюрктелеком дешевле, но все остальные модели цены одинаковые. А в Тюрктелеком, вот Redmi, например, Note 14 256 гигабайт, 14 500 стоит, а в Turkcell 15 500. Но мы модель рассматривали именно Pro, 14 Pro Redmi. У меня вообще у мужа телефон Redmi, поэтому он и рассматривал именно этот телефон. Он ходил очень долго, вот предыдущая модель у него тоже была Redmi, и ему вообще как бы все устраивало. Единственное, то, что он уже такой был старенький, и его, я напоминаю, здесь в Турции перепрошили. То, что модель старая, прошили очень выгодно, дешево, то есть как бы слоты не блокируются, то есть он как турецкий телефон. Поэтому как бы он мне его отдал, я могу сейчас ходить везде, у меня будет интернет, да, раздавать интернет. В итоге мы остановились на модели 14 Pro. Сейчас покажу вам. 14 Pro, Redmi Note 14 Pro на сколько здесь? 512 гигабайт. В итоге он купил вот эту вот модель в Turkcell, потому что там был такой сотрудник, более хорошо объяснил, цены одинаковые. Что хочу сказать, в водофонах разные цены, причем что в разных водофонах разные цены. Я так поняла, они имеют право, да, от себя какую-то цену выставлять, потому что там мужчина говорил, ну, примерно 18, могу за 19, вот что-то такое, короче, у него было. По ощущениям, что он как будто от себя говорил цены, и действительно, заходишь в один водофон одна цена, в другой водофон другая цена, но факт в том, что там дороже. Вот это Тиксона магазин, там тоже дорого, еще дороже даже, поэтому рекомендую вообще, что, покупать все-таки, если вы хотите турецкий телефон купить. А зачем мы купили турецкий телефон, да? Чтобы не было проблем вот с этим вот отключением, чтобы телефон российский официально, да, чтобы он работал, надо платить ежегодно какую-то сумму большую, как налог. Поэтому все-таки я, если, например, нет возможности, или вы не хотите с двумя телефонами ходить, как бы не такая прям модель, как iPhone, потому что в Турции айфоны покупать не надо, это очень дорого, то тогда вот лучше взять турецкий телефон, более-менее такой нормальный, вот 21 тысяча лир, например, да, на 512 гигабайт, это примерно, сейчас если 2 рубля, лиры, где-то 40 тысяч рублей. Мы посмотрели в России тоже где-то 30-35 тысяч рублей. Наверное, максимум мы переплатили 10 тысяч рублей. Но сейчас же он не поедет за этой моделью в Россию, во-первых. Во-вторых, через сколько-то там месяцев уже отключается слот. Да, там может быть 2 слота. Я, кстати, не спросила, не изучила. Возможно, да, можно потом поменять, но все равно оба слота заблокируют. Поэтому потом опять проблемы вот эти, дополнительный турецкий телефон для раздачи и все остальное. А перепрошивка, например, моделей, которые подороже стоят, уже будет очень дорого. Либо невозможно вообще, да. Поэтому
Советую, да, вот кому не так важно iPhone там или что, вот турецкий телефон, если будете брать, то брать вот в Turkcell и Турктелеком. Да, вы можете, конечно, на сайт этого телефона, например, Redmi, да, зайти посмотреть, сколько стоит, там посравнивать. Медиамаркет тоже, вот говорю, заходил, может, там дороже. Поэтому по всей Турции лучше вот Турктелеком и Turkcell, потому что я вот задавала вопросы всем, все говорят по-разному, кто где покупал. Я в итоге проехалась по всем магазинам и решила, что вот все-таки вот эти два магазина самые такие нормальные. По айфону хочу сказать, что по ценам, вот если брать, например, Турктелеком, Turkcell, Vodafone, странно очень, но как будто бы в Водофоне дешевле. Может быть, конечно, девушка ошиблась, она так от себя быстренько написала мне цены. В другом Водофоне вообще как бы сказали, что нет в наличии. Я уж не стала расспрашивать. Знаете, там такие большие очереди, и ты стоишь, и вот даже когда девушка писала, она такая, типа, очень, типа, много, типа, моделей, она от себя так что-то вспоминала, писала, а я так понимаю, я говорю, да, я говорю, много. Она по-турецки кому-то говорит, ой, сколько моделей понаписала, типа. Я говорю, да, типа, вот мне интересно, говорю, цены. Ну, короче, так с неохоткой некоторые, короче, говорят, даже не то, чтобы показать, они даже говорят с неохоткой, есть такое в Турции. Поэтому хочу сказать, вот по поводу айфона, однозначно, наверное, я бы здесь не брала бы. Потому что вот если сравнивать, вот даже элементарно, да, которые я вам показала модели. Вот, например, iPhone 14 на 128 гигабайт. Здесь стоит 44 500. Это примерно около, сколько, 90 тысяч рублей. Посмотрите, это не про iPhone 14 на 128 гигабайт. Сколько стоит вот в России? Это там намного дешевле, поэтому лучше брать айфоны, конечно же, в России. И я так и сделаю. У меня вот сейчас iPhone 11, я на него снимаю. Мне, конечно, очень нравится. Я вообще изначально, когда выбирала, мне уже телефон 3 года назад, когда я выбирала в магазине, я говорю, для меня, говорю, не важен, какой iPhone по счету, мне, говорю, самое главное, чтобы камера была хорошая. Вот скажите, типа, на каком телефоне, говорю, камера уже примерно такая же, как и на остальных. И вот она сказала, ну, в принципе, если вы не хотите особо тратиться, то начиная с 11-го айфона уже камера более-менее хорошая. И действительно, я посмотрела уже. Камера такая была классная на тот момент. Сейчас, да, я уже сравниваю. Например, у меня у сына iPhone 14. Я вижу, что, конечно, покруче. Потом вот я взяла в руки вот этот вот 16 Pro Max. Там я увидела разрешение не 60, а 120. Я там приближала, фотографировала, и все. Я влюбилась, конечно. Наверное, буду брать именно Pro, может быть, даже Max. Но он, конечно, большой. Вот в этом плане мне не нравится. 11-й он такой компактный, в руках помещается, такой удобный, такой дамский, можно сказать, телефон. Поэтому в этом плане повыбираю. Вот. И что хочу сказать. В общем, с покупочкой нас можете поздравить. Мужу взяли телефон, следующий телефон мне. Надеюсь, мой ролик был вам полезен. Всем, как всегда, желаю счастья, здоровья, радости, мирного неба над головой. Всем пока!